Всем доброго раннего утра, поскольку у нас раннее утро. Итак, друзья мои, для начала хочу вам сказать, откуда вообще у меня пришла идея создать именно щит ужаса. Есть древний знак северных народов. Несколько различных версий этого древнего знака. Называется это гальдрастав. Гальдрставы наносились в различных вариациях, то есть это не единственный гальдрастав. Но он единственный, который называется шлем ужаса. Агисхельм, так переводится, так называется у скандинавских народов. Шлем ужаса считается один из самых сильных символов, который обладает мощной энергией, защитной энергией, но еще и энергией возврата врагу посылов, злых посылов. Есть несколько различных вариантов знаков и рисунков шлема ужаса. Но для того, чтобы понять, что это вообще такое, давайте немного ознакомимся с историей шлема ужаса. Дело в том, что у северных народов принято считать, что все вариации шлема ужасов – это не просто какое-то изображение или знак, это портал. То есть это двери в потусторонний мир, и это напрямую обращение к богам войны, но и не только войны, к богам, защищающим человека, его семью, его жизнь, имущество и так далее. Шлем ужаса или ужасающий шлем, Агисхальм, Эгисхальм. Этот амулет считался, что он наделяет владельца огромной силой. Силой как физической, так и духовной, дающей ему возможность избавиться от всех врагов, но в то же самое время наделяет смелостью перед лицом опасности. Дело в том, что рунные ставы, руны вообще любят работать в одиночку, но иногда древние ставы, которые даже, скажем, где содействованы несовременные руны, которых мы знаем, абсолютно разные символы, глифы есть, точно такие же символы, опасные, сильные, древние символы, которыми владели в древние времена. И сейчас многие пытаются начертить, не понимая, насколько они опасны и насколько нельзя, недопустимо, не зная, не изучая это все, лезть в северную магию. Это невидимый щит, невидимая защита перед боем, перед лицом опасности, перед какими-то важными событиями в жизни. Считалось, что первым, кто носил шлем ужаса, это был воин Сигурд. И вот он, благодаря этому шлему ужаса, то есть невидимой защите, победил дракона Фанфира, который много лет не давал спокойной жизни людям и постоянно подвергал их страданиям, опасности, крал людей, съедал и так далее. И вот он перед тем, как идти, получил от богов некое знамение и начертил кровью на своем лице, на своем челе, на лбу определенные символы. И сколько бы дракон ни пытался оторвать ему голову или откусить, он не мог это сделать, потому что натыкался на какое-то невидимое препятствие. И говорят, что отсюда эта традиция наносить определенные символы себе на голову. Ведь видите,
вот круг, и они похожи, и шлем ужаса, и щит ужаса. Но щит ужаса – это моя работа. Но на основе шлема ужаса. И я сейчас объясню, как это вообще появилось и пришло. Вторая версия такова, что создали шлем ужаса Один и Тор. Это их совместная работа, если уж так грубо говорить, да, это совместная мысль этих двух богов. Они взяли защитные руны, нанесли на голову себе, и получилось просто мощное сочетание и защита. И научили своих воинов, которые бились за них, наносить этот шлем ужаса. Валькирии снились великим воинам, которым хотели помочь, впоследствии являлись этим великим воинам, которым хотели помочь, и передавали от Одина вот эту символику. Тот, кто наносил на себя эти рунные ставы, как считалось, или как позже выяснилось, что это не совсем уж руны, а просто определенные символы. Вот кто наносил, тот был неуязвим. Викинги делали таким образом. Перед битвой наносили красной или черной краской на лбу, и потом сверху надевали шлем. И считалось, что их вид приводил в ужас врагов. Отсюда и название «шлем ужаса». Знаете, дорогие друзья, вот к этим символам, к этим знакам относитесь очень серьезно. Они не просто рабочие, они очень сильные. Они могут просто переменить человеку всю жизнь. Я знала человека, который по совету какой-то магуйки нанес на, значит, на тело, там, где желчь накапливается, да, желчный пузырь, нанес руну Иса, то есть руну остановки, замораживания. Она посоветовала, чтобы камни не поднимались, нанести руну Иса. И самое страшное, что эти камни уже поднялись, и они находились возле протока. Если кто не знает, объясняю, что это просто чревато смертью. Минут 15 есть у человека, чтобы спастись. Иначе желчь выливается в кровь, отравляет кровь, и человек умирает от сепсиса, от отравления крови. Так вот, она когда нанесла, оказалось, что этот камень как раз проток закрывал, и он там застыл, он там застрял, этот камень. Ее еле успели спасти. Хотя говорили, что вообще большие камни, они лежат на дне желчного пузыря, не шевелятся, их лучше не трогать. Всегда врачи говорят, если есть возможность с этим жить, лучше их не трогать, а измельчать, выводить. Это вообще смертоподобно, потому что просто закроется этот проток, и все, и человек через пару минут может умереть. Вплоть до того, что, значит, упадет в обморок и так далее. Вот настолько они сильны, настолько опасно, не зная их наносить или трогать. Поэтому шлем ужаса, он в основном от руностава состоит. Несколько версий, но везде есть определенные руны. И поэтому дать людям шлем ужаса, во-первых, не моя работа. Можно, конечно, добавить свой труд, да, и дать и как бы из более древний вариант, и свой. Но это руностав в любом случае. А руностав для простых людей очень опасен, поэтому их трогать простому человеку никак нельзя. Что в этом случае можно дать обычному человеку? Я в студенческие годы, изучая норвежскую сагу, столкнулась с определенным заклинанием. Но это заклинание, оно, скажем так, не всем дано и очень мало где встречается. Это в архивах. Это заклинание сначала было принято как за песнопение, обращение друидов к богам. Потом оказалось, что это просьба о помощи, силе, о защите и о возврате врагам того зла. Когда мне его перевели и объяснили.
Я поняла, что на основе этого защитного заговора я должна создать свой защитный амулет, но это будет не шлем ужаса, а щит ужаса. И там будут нанесены именно символика друидов, плюс вот те знания, те символы, те определенные знаки, которые я знаю, что в совокупности дают отдачу, отток злой энергии обратно людям, от которых они идут. И они для обычного человека безобидны, но они очень сильны. Что делал шлем ужаса? Шлем ужаса, я уже говорила, он приводил в выступление врагов, они видели перед собой нечто такое, и у них начиналась паника, ужас, и они становились легкой мишенью. То же самое щит ужаса. Если вы будете это носить с собой на работе, неважно где, хочу вам сказать, что у людей, которые вас преследуют, начнется паника. Некоторые из них могут уволиться, некоторые из них могут от своей паники допустить ошибки, некоторые из них начнут ругаться друг с другом. Иногда от страха люди начинают разоблачать друг друга, открывать какие-то тайные намерения, чтобы от себя отвести удар. То есть им покажется то, чего на самом деле нет, но перед их глазами встанет для того, чтобы помочь вам вырулить из этой ситуации. Это вам придаст силы, смелости идти и потребовать то, что вы хотите. И в конце концов это вам поможет, если у вас опасное положение, и вам приходится, например, по ночам возвращаться, или вы боитесь преследования врагов, вы боитесь преследования властей, бывших мужей и так далее. Что здесь в щите ужаса изображено? Хочу вам показать. Во-первых, вот этот момент называется защитный крест. Правда, это позже, намного позже начали сравнивать с крестом. С крестом это не имеет никакого значения. Это миры. Верхний мир, нижний мир, миры со всех сторон и духи, души, природные силы, демоны или фаворы в скандинавской мифологии. Насчет богов, алтаря богов, нельзя простым людям держать скандинавских суровых богов. Это очень опасно. Они не терпят ошибок, в отличие от других сил. Скандинавские боги, вообще северные боги, очень суровы. Учтите это. Далее. Вот этот вот круг, это защитный круг. Это концентрация вашей энергии, вашей силы. То есть чаша вселенская, которая собирает вашу силу воедино. Это стрелки, которые охраняют вашу энергетику, которая внутри, все время пополняя и не давая никому стревать вашу энергетику. Стрелы двусторонние. То, что направлено к вам, идет обратно к ним. Помните, я вам дарила амулет Чаракер, и очень многие написали о том, что просто невероятные результаты. Люди, которые доставали их, начали обходить просто стороной. Их дом, вообще их в том числе. Там тоже определенная символика. И очень сильная символика. Хотя эта символика, скажем так, она собрана, это собирательный образ более древних символов воедино, для того, чтобы удар был сильнее. Итак, что нужно вам делать? Этот амулет нужно носить ближе к телу, если грозит какая-то реальная опасность, и вы боитесь. Вы должны носить это каждый день, начитывая 8 раз, вы должны активизировать этот амулет и носить с собой, пока опасность не минует. Когда опасность пройдет, относите под дерево пиво, относите столько монет, сколько вам лет, и 3 камня.
любые, можете лунный камень, аметист. Вот взять 3 камня, маленьких камушка, отнести и оставить вместе со всем этим откуп и говорить: благодарю суровых северных богов за щит и помощь. Итак, слово «защита» уже говорит о том, за щитом. То есть человек спрятался, да, человек защитился. Вот показываю вам еще раз. Кто не успел увидеть, давайте вот так. Вот такую символику нужно будет нанести на кожу, на дерево, на камень. Нельзя тут протыкать дыру, потому что амулет должен быть целостный, круглый. Можете заказать у мастера такое, можете сами сделать. Это нужно либо выжигать, либо нарисовать. Постарайтесь сделать правильно, от этого очень многое зависит. Итак, носить нужно ближе к телу. И в момент опасности, или если вас преследует на работе, каждое утро 8 раз прочитать и взять, забрать с собой. Символы, которые здесь начерчены, они сами по себе тоже могут помочь. Но если вы переживаете, если вы хотите более сильного результата, вы должны активизировать. Вы можете такое сделать своему ребенку, положить в портфель. К телу ближе не будет, но защитит от нападок, защитит от драк. Вы можете такое сделать своим детям, которые в армии, либо в полиции служат. В общем, опасна у них работа. Неважно, сколько вашим детям лет. Вы можете такое сделать своим мужчинам, своим дочерям, мамам и так далее. В этом случае вы имеете такое право. Но активизировать должны они. Если они не начитают, но ребенка, вместо ребенка вы можете это сделать до 18 или 19 лет. Это не страшно. А если это взрослый человек, он должен активизировать. Иначе просто ношение вот этого щита ужаса, он всего лишь поможет от определенных неприятностей защитить жизнь. Не более того. Но хотите, чтобы это было действительно сильно и путало врагов, и наказывало, тогда нужно активизировать. Итак, 8 раз читаем. Я призываю к силам суровых северных богов. Извиняюсь, неправильно. Я призываю силу суровых северных богов. Услышьте меня, всемогущие боги. Голосом друидов я взываю к вам. Пусть ваш священный щит защитит меня. И далее тот отрезок, который я нашла и который у меня есть. Активизирование, то есть активизация вот этой символики. Там не сказано, что об этом речь, но поскольку это защитная работа, то его можно применить и в этом случае. Почему голосом друидов? Потому что друиды служили богам, и вы как бы напоминаете, что вот через знания, данные вашими слугами, я и обращаюсь к вам. То есть я своя, я принимаю это все и уважаю, и поэтому прошу помощи и защиты. Читаем. Гюдане мине цаваре пьоумар мах пялпмак фрафендер стемме друидер егбер члоу фендер heaven пьоу фендене дайне дриц медмайк. Сложный язык. Норвежский. Закройте моим врагам все дороги ко мне. Остановите их зло и верните им все назад. Их мечом, их же поразите. Мой щит спасения для меня.
а для врагов ужас. Да будет так. В помощь мне великие боги. Гудана мине, цаваре пюмак, hjälpmak, frafiender, stämme druider, jägber, slåfiender, heaven pio, fiendene dine, drits med mig. Заклято. И еще раз читаю уже без объяснения, как все вместе это читается. Я призываю к силам суровых северных богов. Услышьте меня, всемогущие боги. Голосом друидов я взываю к вам. Пусть ваш священный щит защитит меня. Гудана мине, цаваре пьоумак, help Маг, фрафендер, стеме друидер, jägber, slåfiender, heaven pio, fiendene dine, drits med mig. Закройте моим врагам все дороги ко мне. Остановите их зло и верните им все назад. Их мечом их же поразите. Мой щит спасения для меня, а для врагов ужас. Да будет так, в помощь мне великие боги. Гудана мине, цаваре пьоумак, help маг, фрафендер, стеме друидер, jägber, slåfiender, heaven pio, fiendene dine, drits med mig. Заклято. И еще раз читаю. Я немного устала, пару раз так с ошибками произнесла, но это не важно. Мелочи жизни. Одна буква там, другая здесь. Я призываю к силам суровых северных богов. Услышьте меня, всемогущие боги. Голосом друидов я взываю к вам. Пусть ваш священный щит защитит меня. Гудана мине, цаваре пьоумак, help маг, фрафендер, стеме друидер, jägber, slåfiender, heaven pio, fiendene dine, drits med mig. Закройте моим врагам все дороги ко мне, остановите их зло и верните им все назад. Их мечом их же поразите. Мой щит спасение для меня, а для врагов ужас. Да будет так. В помощь мне великие боги. Гудана мине, цаваре пьюмак, help маг, фрафендер, стеме друидер, jägber, slåfiender, heaven pio, fiendene dine, drits med mig. Заклято. Итак, друзья мои, вот вам еще один дар. Возьмите этот дар и применяйте в своей жизни, а результат не заставит долго ждать, как обычно, вы сами увидите, что будет для вас и что будет для ваших врагов. Только не ленитесь, делайте это. Всем удачи!